Ну что, друзья, первый результат с глубины. Всем привет, друзья! В общем, сегодня у меня такой спонтанный коп. Я сейчас нахожусь дома, и вот этот промежуток, он всегда очень интересный был для меня. И вот почему-то решил я его проверить. Ну, как видите, я здесь уже верховые сигналы повыбивал, и смотрите, что получилось. Вот такие петли древние, всякие гвозди, такие штуки. А из интересного, вот две монеты уже попалось. Это пятнашка 52-го и 20 копеек 39-го. Еще попалась вот такая имперская почтовая пуговица. Какой-то кусок меди. И вот такая кнопка. То есть здесь находки точно есть. И я решил шурфануть этот промежуток. Ну и посмотрим, что там в глубине скрывается. И что из этого получится. Посмотрим. Поехали. Ну что, друзья, первый результат с глубины. Это у нас копеечка ранее 33-го года. А значит, здесь еще что-то будет. Продолжаем. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. Очередная находочка выскочила. Это у нас 50 рублей ельцинские. 92-го года, я так думаю. Ну, ничего особо интересного, но для комплекта пойдет. Берем и продолжаем. Очередная находка, друзья. На этот раз 15 копеек 30 какого-то года. Более ясно будет после чистки, но то, что находки есть, это радует. В общем, продолжаем. Смотрите-ка, еще находка. Найдена глазами. Цепочка, возможно, медная. Интересно. Точно находки будут. Поехали дальше.
В общем, пошел я уже на второй штык, и был там сигнал интересный. Вот такая вот пломбочка царская с твердым знаком. Потом почистим уже надпись, посмотрим. Но то, что царская, это радует. Значит, будут и такие находки. В общем, заглубился я уже на 2 штыка. И тут просто вообще уже сигналов нету. Ни черных, ни цветных, никаких. Вот только выскочила какая-то хрень. Что это такое? И больше ничего. Короче, я думаю, что глубже смысла заглубляться нет. Сейчас буду это засыпать и продвигаться сюда. Продолжаем. Ну что, пошел я вот сюда уже шурфить. И первый сигнал здесь вот такая штука. Похоже на украшение, друзья. Какая-то бижутерия. Возможно, медная или латунная. Но интересно. Давайте сразу еще посмотрим, что тут еще есть. Еще что-то звенит. Ага. Вот и керамика. Что-то тут. Еще какая-то штучка. Ладно, продолжаем. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.
Ну что, друзья, очередная находочка. На глубине штыка выпал вот такой вот краник самоварный. Отлично, отлично. Кстати, я еще краников никогда не находил. Круто. Поехали дальше. Следующая находка у меня, это, друзья, пуговка. Там какой-то рисунок есть, но не видно из-за нароста. Думаю, тоже имперская. Отлично. Уже вторая. Еще вот такой камушек нашел. Ну и куча шмурдика. В общем, продолжаем. Смотрите, друзья, что откопал. Здесь ведро. Интересно, кто его на такую глубину закопал. И как ни странно, ни одной монеты в этом втором шурфе я не нашел. Ну ладно. Сейчас попробуем выкопать это ведро. Посмотрим, что там внутри. Может, золото. В общем, все. Заровнял я шурф. Дальше уже потом будем шурфить. Но предварительно по находкам вот так вот получилось. Куча шмурдика, ну и немного интересных находок, но их надо чистить. Все, сейчас все забираю и увидимся на обзоре. Ну что, друзья, всем здорово. Помните это место, да? Я вот здесь уже шурфил, а сегодня будем продолжать вот здесь. Находки в прошлый раз были, так что, возможно, и сегодня что-нибудь попадется здесь. Но что именно, скоро выясним. Давайте начинать. В общем, уже штык снял. И, как ни странно, ничего кроме гвоздей. Единственное, что попалось, это вот эти 5 копеек. Современная ходячка. Да, что-то не радует. Ну, надеюсь, что-то глубже будет. Сейчас будем проверять. А вот и вторая интересная находочка. Какая-то ручка здесь лежит. Не знаю от чего. Может, что-то от водопровода, кстати. Но прикольно. Пойдет. В общем, я уже на втором круге. И выпала еще одна монетка из той же серии. Рубль ельцинский. Совсем ничего интересного. Но другого ничего нет. Поэтому берем. Поехали дальше. Ну что, шурф получился реально годный. Несмотря на то, что каких-то особо интересных находок нет, но зато их было реально до хрена. Да и само место шурфа было очень интересным, потому что не каждый день можно поискать в таких местах. Ну а теперь давайте посмотрим, что же именно я нашел. Результат получился довольно насыщенным, и я бы даже сказал, что в какой-то степени неожиданным, но об этом чуть позже. Находок из цветного металла попалось не так уж много, особенно монет, к сожалению, но зато я нашел очень много различных осколков. Тут и керамика, и фарфор, и остатки от советской посуды, но фарфор, конечно же, царский. К сожалению, фрагментов с клеймами мне не попалось, но это точно фарфор, и я уверен, что он царский, потому что про советский фарфор, если честно, я даже и не слышал. Черепки от горшочков попадались всякие. Вот такое вот стекло красивое, с красивыми такими разводами, переливами. Вот это еще штучка интересная была. Не знаю, что это было. Возможно, какая-нибудь чашка или что-то такое. Ну, выглядит круто. Этот материал мне прям понравился. Еще вот такая интересная штучка из стекла. Видно, что вот здесь вот что-то было. Возможно, это была какая-нибудь пробка от графина. Вот так вот, возможно, закрывалась. Или от пузыречка какого-то. Но точно старая. Изделий из металла не так уж много, но самое интересное из них, я думаю, вот этот вот краник от самовара. Вот так он выглядит, я его почистил. К сожалению, клейм никаких на нем нету, но в любом случае это мой первый краник, который я нахожу. И за счет этого уже круто. Гвоздей нашел очень много. Взял только вот такой вот кованый. Чем-то он мне приглянулся, но вот не знаю. Какие-то части, возможно, от подсвечника. Вот такие части от браслета. Возможно, от часов. Пряжка. Видно, что древняя пряжка. Кстати, глубоко была. Она почти на 3 штыках. По остальным металлическим изделиям у нас все получилось вот так. Из монет ни одной имперской не попалось. Только советы ранние и современные монеты, ходячка и Ельцин. Зато попались из имперских вещей вот такие вот пломбочки. Крутые. Как видите, с твердым знаком. Так я не понял, что там написано, но это точно империя. Вторая, вот такая вот, с надписью Лодзь. Это город в Польше, если кто не знает. С этой стороны она
очень сильно повреждена, и поэтому, что здесь написано, я сказать не могу. Третья пломба абсолютно убита, я ее даже не стал чистить, потому что там ничего нет. Вот такая вот штука. Возможно, пуля, кстати. Я, конечно, не уверен, но очень похоже, потому что это похоже на свинец, а вот такие штучки оставались после отливки древних пуль. Цепочку вы уже видели, вот такие вот еще пуговицы попались. Это все там. Вот это советская. Тут внутри картон, я ее когда чистил, она развалилась. Но могу показать чисто сам внешний вид для истории. Имперскую почтовую пуговицу вы уже видели в начале, но показываю теперь уже в почищенном варианте. Посеребрение слезло частично, но сама пуговица полностью целая и не ржавая. Это очень радует. Написано здесь «Братья Вундер, Санкт-Петербург, первый сорт». Еще вот такая вот имперочка. Я уж не знаю, что это за тип пуговиц такой, но я ее почистил прям до металла, потому что в изначальном варианте не было видно ничего. Было у нее ушко, но при чистке оно развалилось. Но пуговица тоже зачетная. И вот самая интересная пуговица из тех, что мне попались. При самом шурфе я ее не смог опознать, потому что она была покрыта окислами, ржавчиной. И я ее взял в находке чисто из-за круглой формы. А после чистки, как выяснилось, и не зря. Это номерная военная пуговица Российской империи с номером 83. Я уже посмотрел информацию, кому принадлежит эта пуговица, и относится она к периоду 1860-х годов, возможно 1850-х. А пуговицу с таким номером носил один из кавказских полков, который нес постоянную службу недалеко от наших мест. Но в любом случае вы сейчас на экране, вот здесь вот увидите краткую информацию об этом полке и о пуговице в целом. Очень порадовала пуговица, жаль, что она все-таки черметная внутри и поэтому сгнила. Там еще остались, как видите, фрагменты надписи производителя, но это уже помянем. Еще попалась вот такая пластина, медная или латунная, чистить не стал, потому что тут надписи или чего-то подобного нет. Вот такая штукенция очень глубоко лежала на 3 штыках. Это медь, я ее чуть-чуть почистил, думал там что-то будет, но нет, это просто какая-то хрень. Еще из довольно интересных находок попался вот такой вот старый душ. Это, я думаю, года 50-е, что-то в этом духе. Можно уже сказать, антикварная вещь. А вот и весь шмурдяк за 2 шурфа. Второй отдельно показывать смысла нету. Вот это вот остатки того ведра. Оно, к сожалению, пустое оказалось. Вот такое количество всяких гвоздей и прочего чермета. Вот это интересно, что было. Вот это уголь. Хорошо звенит, кстати. А вот это покрупнее чермет, который можно сдать. Ну, кстати, по цветмету вообще мало. Всего лишь немного меди и алюминия. Вот это вот и все. В принципе, я думал, будет мусора больше. Но так даже и неплохо. В общем, как видите, находки довольно интересные. И несмотря на то, что среди них нет чего-то особо ценного, но количество находок приятно порадовало. Респект вам, если досмотрели этот ролик до конца. Ну а с вами был V92. И увидимся в следующем видео. Встречайте ваши любимые рамочки. И всем пока! Yeah.